Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами специальный выпуск, который я обещал вам сделать. Сегодня буду зачитывать ваши комментарии, которые вы оставляли под последним выпуском. Поэтому те, кто ждал этот выпуск, наливайте свои стаканчики, усаживайтесь на свои диванчики и погнали читать ваши комментарии. Ой, друзья, ну комментариев с каждым разом все больше и больше. Поэтому я решил делать отдельный выпуск. Что из этого получится, я не знаю. Давайте посмотрим. Пишите свои отзывы под этим видео. Понравился ли вам данный обзор или как обзор комментариев, да, так и назовем его обзор комментариев. Вот, понравился он вам, будем продолжать эту традицию или, в принципе, не будем. Ну что, ставьте лайк этому видео и давайте начнем. Я, конечно же, постараюсь зачитывать все комментарии, но больше уделю внимание, наверное, интересным. Итак, ну а для статистики, друзья, для статистики у нас с вами почти 40 комментариев. Это огонь. Но просмотров, друзья, космическое. За 700 тысяч перевалили просмотры этого видео. Кто не видел, обязательно посмотрите. Выпуск, ну правда, был такой домашний и классный. Итак, Динара мне пишет комментарий, просит прощения, что ваша кошка не поправилась. У нее отек легких, грудь при этом от избытка жидкости в легких раздувается. И по видео видно, как дышит прерывисто, спазмы в груди. Проверьтесь еще раз в клинике, пишет Динара. Динара, спасибо большое за комментарий. Да, надо бы, конечно, сходить. Вначале надо выбрать мне клинику хорошую, потому что у нас та клиника, в которой я был последний раз, ну, они просто содрали деньги и, к сожалению, никакого диагноза не поставили. Я уже говорил в каком-то выпуске, это трэш просто какой-то, друзья. Дерут деньги как с людей. У кошек тоже оказывается. Я думал, что ветклиника это про животных. Это когда ты пришел, и врач принимает и кошечку, и собачку, и птичку, и червячка. То здесь, блин, она приняла кошку и сказала, что нужен терапевт, потом нужен этот врач, потом нужен тот врач. Я был просто, знаете, в шоке. Капец, капец, друзья. То есть мне сказали, что надо кошке делать то ли КТ, то ли МРТ, а это, извините, блин, как человеку делать. Так, подписчица Эйвон, с ником Эйвон Фаберлик пишет: Алексей, очень интересный влог, почаще снимай. Куда еще чаще? 2 раза в неделю, друзья. Вас уже в эту в среду, спойлер, ждет еще один влог. Говорят же, среда это маленькая пятница. Ну а раз среда это пятница, погнали. В общем, друзья, в среду будет еще один выпуск. Но скажу вам, он будет совсем необычный, он такой travel выпуск. Обязательно дождитесь в среду, как всегда, в 6 часов вечера по алматинскому времени. Екатерина написала огроменнейший комментарий. Я его не буду прочитывать, потому что он реально очень большой. Я просто хочу отметить Екатерину, что Екатерина, спасибо большое за ваш отзыв. Я вам комментарий отправил. В общем, очень полезный был ваш отзыв. Я к нему прислушался. Двигаемся дальше. Альбина пишет: Алексей, вы очень позитивный молодой человек. С удовольствием посмотрела ваше видео. Люблю рыжих котиков. Они умнее и ласковее. Храни вас и питомцев Господь. Ой, Альбина, спасибо большое за такой теплый комментарий. На самом деле, рыженькая у меня кошка, она кошка, и она далеко не добрая. Она меня очень-очень грызет. Ну, она меня любит по-своему, наверное, как-то так это скажу. Прикольно вообще получается. Следующий комментарий. Какая классная вещь робот-пылесос. Уже давно мечтаю, жду, когда они станут дешевле и доступнее. Спасибо, что показали принцип работы пылесоса. Пожалуйста. Ну, смотрите, они, в принципе, дешевле не становятся, но те модели, вот моя модель, которая у меня, которой я пользуюсь, она стала дешевле. Ну, так как выходят все новые модели, это как у телефонов, да? Выходит новая модель, старая модель становится дешевле, а новая становится дороже. В комнате такая жара, а я пью горячий чай с молоком. С лимоном я тоже люблю, но что-то я боюсь цитрус. Вот, дальше Наташа Гуржиева пишет: добрый день, влоги
однозначно, это ваше, очень люблю смотреть. Я это уже понял, Наташа, что влоги мои, кстати, вот такой, как вам такой формат влогов, нравится или нет, напишите комментарий. Наташа, будет очень интересно. Стоит ли продолжать такой формат, девчонки, мальчишки, пишите. Вот, друзья, ну, я обещал, что влоги будут, и я буду стараться их делать чаще, больше, потому что у вас интерес к влогам больше, чем к просмотру каких-то распаковок и тем более обзор ароматов. Поэтому проблем нет. Есть спрос, будет предложение, друзья. Поэтому влогов будет больше, и на этой неделе их уже будет 2. Если все пойдет хорошо, то теперь будет еженедельно 2 влога, друзья. Мы увеличиваем масштаб. Мы становимся шире, счастливее и богаче. Вот. Двигаемся дальше. Тома пишет, влог, Томочка, прости, пожалуйста. Влог интересный, спасибо. Томочка, спасибо. Ну, раз уж мы на ты, пусть, да? Или не мы не на ты? Или мы на вы? Ну, я думаю, что вы не обидитесь, Томочка. Спасибо большое за поддержку, друзья. Ну, не забываем ставить лайки, пишите комментарии. Как видите, я их читаю все. Даже если комментариев будет 200, я все равно буду читать. Если будет 300 комментариев, я буду их читать. Но если их будет 1000, я найму модераторов, друзья. Кстати, один из вас может стать легко модератором моего канала. Это будет интересно, поэтому я обязательно выберу более продвинутых, более активных подписчиков, поэтому кто хочет быть модератором, пишите в комментарии, я себе сделаю пометку. А они скоро понадобятся. Ольга пишет, добрый вечер, Алексей, очень интересный влог получился, пылесос-робот есть, Даша ваша все спит. Слушайте, ну, Ольга, спасибо большое за комментарий, действительно, влоги все с каждым разом все лучше и лучше, кстати, и все больше и больше. В среду выйдет влог огроменный, больше часа, друзья. Пожалуйста, поддержите меня, для меня это очень важно, потому что я переживаю, получился ли этот влог или нет. А то, что Даша спит, ну, кошки спят почти 18 часов в сутки. Представляете, 18 часов, а не 24. Ой, а не 8 часов, как мы. Мне уже скоро на работу, а она еще все спит. Вот, дальше. Дальше пишет, ну, наверное, Катерина. Наверное. Ой, тоже такой большой комментарий. Такой большой комментарий, большой комментарий. Я очень люблю, когда вы пишете такие большие комментарии. Быстренько пробежусь. Добрый день, Алексей. Пишу по большущий вам комментарий. Это я вижу. Вот, про яйца написали, то, что бабушка учила. Вот, действительно. Лучше, кто не смотрел предыдущий влог, яйца надо разбивать отдельно от каждого. То есть собираетесь разбить 3 яйца, я имею в виду куриных яиц, то бьете их по отдельности, чтобы, если вдруг какое-то яйцо, не дай бог, будет протухшее, чтобы не испортить те, которые уже были разбиты ранее. Вот про что мы говорим. Мне понравилось, что влог начинается с пробуждения, завтрака, яичница, помидоры, пища богов. В общем, классный влог получился, пишет Катерина. У нас дома тоже есть увлажнитель. Он больше как мойка воздуха. Ну вот, 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 вот выпуск, который вышел, есть же, этот же тоже получается, который я последний купил, он же тоже вроде как мойка воздуха, потому что он идет с очищением воздуха. А вот про корм кошачий, я своего котика кормлю сухим Life Pro Natura. И дополнительно влажным, недорогим. Он у него очень привлекательно пахнет. Мираторг тоже есть. Мы с мужем шутим, что этот корм лучше натуральный. Этот корм слишком натуральный, поэтому не нравится. Спасибо за такой огроменный влог. Было очень интересно. Спасибо вам, друзья, спасибо вам. Больше комментариев. О, Господи. Гример, где гример? Гримера нету, поэтому продолжаем. Цветок сирени. Цветок сирени. Лена решила поменять свой ник, чтобы мне было удобнее читать ее комментарии. Вот, учитесь, друзья. Быстро все сменили ники на классные, позитивные, шикарные, красивые. В общем, Леночка, спасибо большое. Мой цветок сирени.
Как приятно смотреть на хозяйственного мужчину. Некоторые носки до ящика стирки донести не могут. Слушайте, ну, блин, ну, мы же все разные. Ну да, вот кто-то, ну вот я стараюсь доносить их все-таки. Если я вам покажу короткое видео, сколько у меня носков, у меня их, наверное, штук 60. Надо, периодически, конечно, вижу, там появилась дырочка, как раньше, не штопаю, выкидываю. Носки копейки стоят на самом деле. Вот, ну, если помните, я же торговал вещами, поэтому носки я покупал за копейки. Сейчас уже этот бизнес закрыт. С начала года я его закрыл с коллегой и, в общем, с напарником. И поэтому где буду брать носки, пока не знаю. Ну, наверное, на маркетплейсе, это же удобно. Вот. Вот. Ну, наверное, мы еще вернемся, да? Наверное, Лена еще напишет комментарий. А мы двигаемся дальше. Вот подписчица с ником Техлбус. Поменяйте ники на человеческие имена. Пишет, да, робот это вещь. Генеральную уборку он, конечно, не заменит. А вот для ежедневной уборки самое то. Вот так вот. Друзья, заводите робот-пылесос. Действительно, знаете, это очень удобно, очень комфортно. Он пропылесосил, а вы потом прошли. Он собрал пыль, а вы потом прошли уже со шваброй и потерли. Дамир Ильясов пишет, класс, хороший увлажнитель на лоджии. Только генералку сделать и все, ремонт нормальный. Хотел спросить у тебя же отдел одежды есть, почему не делаешь влоги про него? Дамир, ну вот как раз я сейчас только что и сказал, что отдел одежды мы закрыли, стало нерентабельно, очень подорожала аренда, поэтому мы отдел закрыли, одежду стали брать все хуже и хуже, все уходят на маркетплейсы. В общем, торговля, друзья, никакая. Отдел закрыли. Двигаемся дальше, как в бизнесе, так и в комментариях. Дамир, спасибо большое за обратную связь. Не забывайте, люди, писать, мне очень интересно. С удовольствием посмотрела ваш влог, пишет Састас Густро. Спасибо. Марина мне шлет кучу смайликов и лайков. Спасибо большое. И вот еще Марина пишет тут же комментарий. Алексей, привет. Ты любишь свою Дашу? У меня у дочки Юли подружка Даша. Смотрю с удовольствием. Очень нравятся распаковки. Распаковки? Уже скоро распаковка. Уже буквально, я не знаю, понедельник, вторник я должен получить посылку с Faberlic. Будет распаковка, обзор нового каталога. А в среду, друзья, будет новый влог. Новый влог не пропустите. Travel блог, так скажем. Так, еще Марина написала комментарий. Я тоже бью яйца с помидорами и огурцами. Бою. Люблю, наверное. Стало туда и лук, и сверху яйца, потом сыр, можно натереть и зелень. Прям какой-то окрошка прям какая-то получается. Нет, я, как вы видели, я люблю яичку с помидорчиком. Ну, лук можно, конечно, репчатый обязательно. Тоже очень вкусно и все. Ну и зелень посыпать. Ну, сыр, я не знаю, я не пробовал. Яйца с сыром я ни разу не пробовал. Лена мне пишет еще один комментарий. До сентября обещали раздать посуду. Это, друзья, вопрос к тому, что у меня было в предыдущих обзорах обзор фаберликовской посуды, которую я получил в подарок. И Лена пишет, что в России очень многие не получили, не успевают штамповать в Китае посуду. Слушайте, ну действительно, просто народу очень много. Но нам повезло в Казахстане. Нам как-то ее быстренько отдали и прям в срок. Поэтому я держу пальчики за всех, кто должен эту посуду получить в подарок. А кто не видел, смотрите. Смотрите все мои влоги, они очень интересные. Юля Дольче пишет. Ох и Леша Шалун. Я знаю, про что, наверное, Юля имела в виду. Было там пару таких слов во влоге про яйца, да? Классный влог. С яйцами, конечно, надо быть осторожными. Особенно домашние, если они еще с дырочкой, лучше даже не брать. Ну, Юля имела в виду, наверное, не только с домашними. Или что имела в виду Юля под домашними яйцами? Ну, в общем, шалун, да, есть такое, друзья. Дальше еще один комментарий написала Стас Густро. Пишите человеческие имена. В каком влоге распаковка посуды? Я оставил вам ссылку. Посмотрите. Алексей, здравствуйте. А кем вы работаете? Пишет, это еще один комментарий от постоянной подписчицы. Друзья, ну пишите, исправьте все свои ники на человеческие имена. Ну хотя бы, не знаю, на какие-нибудь классные такие вот, сексуальные, там, я не знаю, веселые ники. Кем я работаю? Я действующий менеджер компании Avon по набору новых представителей и работаю с этими представителями. То есть я
координатор компании Avon. Вот. И все. И у меня есть небольшой офис. Плюс я работаю на маркетплейсе. Ну, основная моя работа — это работа в Avon координатором. Все. А остальное все побочка. Вот. И сейчас я начинаю уже думать о другой работе, потому что эта работа стала приносить мало доходу. Марина пишет еще один комментарий. Алексей, ты аккуратный, не переживай, ты не знаешь мужчин неаккуратных. Как я замучилась с первым мужем. Слава богу, развелась, живу в гражданском браке, сейчас не хочу замуж, мне 47. Я тоже не хочу жениться, мне тоже почти 47. В общем, ну да, аккуратный, аккуратный. Ну а как? Ну вот я такой. Мы уже говорили с вами ранее в предыдущих комментариях. Я озвучивал, что ну люди же все разные. Уж поверьте мне, я, может быть, и не знаю неаккуратных, но по городу я вижу миллион неаккуратных и неопрятных и так далее, и так далее, и так далее. Ну, все люди разные. Без нас, без разных людей жилось бы, наверное, скучно. Поэтому это факт. Лена, который цветок сирени. Как мне нравится этот ник, в общем, классно. Вот как раз-то этот комментарий попался. Переименовала, чтобы тебе легче было меня называть. Аленький цветочек. И еще один комментарий Лена написала. А у меня кот вредный. Уже не знаешь, какие пакеты ему купить. Весь извыделался. Слушайте, но у меня на днях Дашка не стала есть свой любимый Дарлинг. Пришлось целую пачку выкинуть. Он простоял, заветрился. Хотя, знаете, я пару раз делал, брал в пакетик и во дворе где-нибудь, где бывает, где-то кошки ходят, на ихнюю тропу выкидывал эти пакетики. Ну, хотя бы так, не знаю. Если даже никакая кошка не съест, по крайней мере, это все сгниет. Это я же не пакет выкидывал, а содержимое. Дальше двигаемся. Юля Дольче. Для котов и собак натуралка не полезна. Ветеринары советуют качественный корм, именно разработанный для животных. Если это премиум класс, там все сбалансировано и полезно для них. Поэтому даже не переживайте, что она ест химию. Слушайте, ну действительно, это очень такая интересная тема, которую стоит еще развивать и развивать и развивать. Я знаю, что в интернете очень много об этом говорят, но это говорят в интернете, а на моем канале об этом не говорят. Поэтому, друзья, давайте говорить, пишите, кто держит питомцев, как вы считаете, полезнее покупать сбалансированную пищу, ну, то бишь специальные корма, созданные для собачек и кошек, или все-таки их кормить натуралкой, ну, то есть подножным кормом, который кушаем мы. Я сторонник здорового питания, я, конечно же, считаю, что нужно сбалансированное питание. Мы сами в своей жизни его сбалансировать-то не можем. Но не можем мы. Поэтому мы употребляем БАДы. Но не я. Я очень редко ем какие-то БАДы только по назначению врача. После операции, вот, когда я болел, после каких-то антибиотиков. Сами же видели, я уже какие-то семечки пытаюсь кушать вместо БАДов. Но это, я считаю, больше, конечно, надо есть натуральную пищу. Но для кошки мне очень сложно сделать натуральную еду. Ну, поэтому, мне кажется, для животных, наверное, было бы, наверное, правильнее кормить вот этой сбалансированной едой, которую продают в магазине. Хотя, возможно, это неправильно, друзья. Давайте эту тему развивать. Ну, очень интересно, кто как думает. Кормить домашней едой или все-таки кормить вот этими пакетиками и сухими кормами. Ну а мы двигаемся дальше. Евгений, наверное, пишет. Честно, ты купил шляпу полную, а не парогенератор. Надо было брать, отталкиваясь по квадратуре, взял ромбику себе, залив идет через верх. Это он пишет, наверное, про ромбику, то, что он себе взял ромбику, где залив идет через верх. Не надо ничего снимать, и объем большой, но комнату хватает. У меня был такой Дерема, ну, то есть тот, который у меня, это Дерема. Ерунда. Полная. Ну, я Евгению уже ответил, тот, кто не видел этот комментарий, прокомментирую, что парогенератор, который я себе купил в спальню, он рассчитан на 30 квадратов, до 30 квадратов. Спальня у меня квадратов 12, поэтому по квадратуре я, Евгений, ничего не прогадал. Парогенератор классный. Единственное, да, минус то, что колбу надо снимать и заливать его снизу, а не сверху. Это да, это минус. Но я его взял по рекомендации своих друзей, кто его уже купил. У них он больше года работает и проблем нету. Надеюсь, у меня тоже проблем не будет.
Но, и как вы видели в последнем влоге, я вам показал другой, вот он у меня здесь на полу стоит, воздухоочиститель. Он уже рассчитан до 40 или 45 квадратов. Он у меня уже всю квартиру херачит, так скажем. Слушайте, на сегодняшний день хочу сказать, что я доволен этими двумя покупками. Вот. Поэтому этот чистит воздух, тот увлажняет комнату. Я счастлив. Поэтому пишите, у кого есть парогенераторы. Будет интересно почитать. Ой, друзья, а вот остался последние два комментария. А вот опять, я не помню, я не могу запомнить все ваши имена. В общем, пишет: добрый вечер, а я вот не люблю робот-пылесос, углы не убрать им. У вас же хороший пылесос на балконе стоит. Зачем этот, который 50 минут ездит? Да, это просто во влоге увидели, когда я заходил на лоджию. У меня есть обычный пылесос, который действительно обычный, еще старый, да, который можно пройти. Вы знаете, я им пылесошу вот диван, там на лоджии, коврики пылесосю. В общем, я его использую, но мне некогда вот так вот ходить по квартире. Я уже однозначно не променяю робот-пылесос. Я наоборот сейчас рассматриваю робот-пылесос, какую-то более современную, новую модель. Но и этот меня устраивает. Поэтому нет. Обычно вот эти вот клюшки я не хочу. Надоел. И он старый. Кстати, клюшки. Есть же пылесосы, которые вот как ручка, да. А здесь вот этот, который у меня, он с этой... Таскать его с этим шнуром. Ну, надоел, он мне не нравится. Вот. Ну и проехала машина за окном. Вы знаете, какая проблема? У меня же набережную сделали. Я вам еще сделаю выпуск по набережной прогуляюсь. Посмотрите, какая красота. Кто не видел, у меня есть в некоторых видео эти кусочки. В общем, проехала машина с открытыми окнами. На всю катушку играла машина. Играла музыка. А у Ютуба есть такая фишка. Если он слышит музыку чью-то, не мою, он говорит: так, Леша, блокируем. Больше ваше видео никто не видит. Поэтому сделал паузу, чтобы машина проехала. Заколебали они, носятся с открытыми окнами. Ну что, будет правильно сказать не последний, а крайний комментарий сегодняшнего выпуска. Написала еще один комментарий моя подписчица. Пишет, что лучше кормите мясом вашу кошку. Можно котлеты делать и замораживать. Спасибо большое за этот тоже ценный комментарий. Но мы уже с вами проговорили в этом выпуске про корма. Поэтому давайте, если у вас еще есть какие-то варианты по кормлению, говорите. Согласен, да, почему бы и нет, почему бы кошку не кормить одним мясом. По деньгам то на то и выходит. Сбалансированный премиум класса корм стоит даже дороже мяса. Проще купить мясо. Но в мясе же не будет всех тех витамин, которые нужны кошке. В природе дикая кошка, она же ест, в принципе-то, одно мясо. Молоко она не пьет, рыбу она тоже не ловит в речке. Ест она одно мясо, но мясо разное, да, там и птичку, и мышку, может быть, там змею. В общем, я не знаю, друзья, я запутался с этим питанием, но мне очень эта тема интересна, поэтому пишите ваши комментарии, пишите, в общем, пообщаемся. Ну, вот и все. Вот и все. Как вам такой формат выпуска? Пишите свои отзывы, мне будет очень интересно почитать. Стоит ли продолжать читать ваши комментарии и делиться своим мнением в прямом эфире, так скажем. Ну да, так и скажем. Ну а у меня на этом все. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Я напоминаю вам, что в среду, а среда это маленькая пятница, выйдет очередной выпуск внештатный. И если это вам понравится, то теперь у нас в неделю будет аж 2 влога. До встречи всем на следующей неделе. Это уже завтра. Всем пока-пока. Пока.